Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий Пиксаев, и я рад приветствовать вас на моем канале Аэродизайн. Сегодня у нас среда, а значит выходит очередной видеоурок. И в сегодняшнем уроке я покажу вам, как сделать вот такую вот симпатичную куклу лол. Сейчас на своих экранах вы видите те материалы, которые нам понадобятся для изготовления. И далее, как обычно, буду поэтапно вам все показывать. Ну что ж, друзья, начнем мы с того, что подготовим голову для нашей куклы лол. Вот я для примера буду объяснять сейчас на большой голове. То есть это сделано из метрового 36-го шара, внутри 18-дюймовый шар. И вот эти вот, то, что нижняя часть, щеки, да, у лол, как мы знаем, у нее практически не видно шеи, но зато широкая вот эта часть нижняя. Здесь у нас 660 HDM отрезок. Мы с вами сейчас будем делать фигуру маленькую, поэтому основной шар у нас будет 18-й. В него мы вот в лобную часть ставим 12-дюймовый шар, а вот эту часть мы сделаем из 360 HDM. Ну и еще вот здесь я тоже вставляю шар для того, чтобы сзади был упор, чтобы вот эта плоскость у меня выравнивалась и голова стояла прямо. Здесь я буду 10-дюймовый шар использовать. Можно, в принципе, в маленькой голове, наверное, обойтись пятеркой, но я приготовил десятку. Просто не буду ее сильно надувать. Итак, сейчас мы сделаем такую же голову, только поменьше размером. 18-дюймовый шар персикового цвета, 12-дюймовый. Так, это 360 HDM. Для начала я надую пузырь, чтобы мне определиться с шириной нижней части головы. Лишнее будем отрезать. То есть вот мне нужно будет примерно 30 сантиметров. Да, думаю, вот такой достаточно будет. То есть нам лишняя часть потом в шаре будет мешаться, поэтому мы сейчас сразу по нужному размеру его отрежем. То есть я заметил, здесь у меня будет узелок. Завязал, лишнее сразу отрежу. Все, нам нужна будет только вот эта часть. Далее раздуем 18-дюймовый шар. Сразу вставлю в него 360, чтобы два раза одно и то же не делать. Я не раздуваю шар в полный размер, мне нужно сейчас просто, чтобы отрезок 360 у меня вместился внутри, то есть чтобы 30 сантиметров отрезок у меня внутри поместился, этого будет достаточно, поэтому теперь я раздуваю 360 внутри. Так, все, шар уперся, даже немножко лишнего он у меня раздулся. Сейчас я буду, удерживая 360, спущу внешний шар, чтобы еще раз убедиться в нужном размере. Так, думаю, размер нормальный, можно завязывать 360 шар. Лишнее отрезаем, хвостики. Далее вставим 12-дюймовый. Предварительно его выверну, чтобы внутри нам его можно было потом спокойно перемещать. Возьму палочку от шара для удобства. Так, наматываю и проталкиваю шар вовнутрь. Так, все, шар у меня вставлен. Горловина снаружи. Далее вставляю насос 12-дюймовый шар, который внутри. И будем его раздувать до нужного размера. Так, все, внутренний шар завязываем, хвостик отрезаем. Далее мы раздуем внешний шар для того, чтобы внутри нам вот эти вот шары переместить. То есть нам нужно, горловиной у нас будет крепиться голова к туловищу. Соответственно, вот эту HDM нам нужно будет расположить горизонтально ближе к горловине. Круглый шар у нас должен быть сверху, это будет лобная часть. Для того, чтобы это удобно было сделать, мы сейчас раздуем внешний шар.
Так, и спокойно нащупываем ШДМ, перемещаем его в горизонтальное положение по отношению к горловине. Все, воздух выпускаем. Смотрим, что у нас получается. Так, вот что у нас на данном этапе получается. Сейчас сюда мы еще вставим 10-дюймовый шар и слегка его здесь раздуем. Как я уже говорил, можно вставить 5-дюймовый. Так, тоже выверну предварительно шар. И далее раздуваем до нужного нам размера. Так, это слишком большой. Ну, я думаю, вот так. То есть мне нужно, чтобы нижняя часть, это подбородок, у меня сравнялся с этой частью, чтобы шея сильно не выступала, поскольку шеи у лолов практически нету, а у нас еще крепление там будет. Так что, думаю, такой размер будет достаточно. Точно так же лишние убрали. Поскольку у нас будут волосы, нам их нужно за что-то крепить. Для этого мы должны сделать завязки. Сейчас мы сделаем узелки из отрезка ШДМ и вставим их в нужные места. Готовим таким образом. Нам понадобится 2 узелка подушки, один в лобную часть и один на затылочную часть. То есть 4 штуки. Так, узелки у меня готовы. Теперь нужно их вставить на нужное место. Просто забрасываю поочередно в горловину и перемещаю туда, где у меня он должен быть установлен. То есть здесь можно воспользоваться промежутками между шарами, где они у нас легко будут перемещаться. Так, сейчас я на макушку выведу узелок. Так, вот по центру в лобной части расположил. Далее еще нужно будет нам на затылочную часть. Здесь вот у меня узелок от шара, который внутри. Но за него не советую привязываться, потому что он может выскользнуть, поскольку шар внутри него будет тянуть. Поэтому лучше дополнительную горошину вставить и за нее привязаться. Так, вот вставил на затылочной части. И еще для ушек нужно вставить. Обратим внимание, что у куклы Лол ушки расположены несколько ниже, чем обычно, да, у человека они расположены. То есть у нее верхняя часть, она немножко непропорциональна, она чуть больше. Поэтому ушки у нас будут располагаться прямо вот практически на этом месте, где у нас расширение идет черепа. Так, узелки я установил. Далее, здесь и здесь мы сейчас сделаем завязки из отрезка 160 ШДМ, а ушки мы сделаем сразу из 260 надутой. Так, беру 160, отрезаю, ухватываюсь за нашу горошину, прокрутил, беру отрезок, пару раз обернул и завязываю на узел. Для надежности лучше сделать 2 узла. Так, в лобной части, далее в затылочной сделаем. Беру 260 ШДМ персикового цвета, и сейчас мы сделаем ушки. Точно так же ухватываю за горошину, которая у меня сбоку расположена, прокручиваю. И далее вокруг нее ниже обкручиваю ШДМ, из которого будет сделано ушко. Так, вот оно у меня подвязалось. Далее ушко будет небольшим, то есть пузырь у нас будет примерно на 3 пальчика шириной, даже чуть поменьше можно. Сделали пузырь, ломаем его пополам и превращаем в пинч-твист. Далее еще ниже узелка и пинча для надежности обкрутим шар. Воздух прогоняю дальше.
Ну, можно воспользоваться ножницами для этого. Так, и сейчас из этого же отрезка сделаем второе ушко. С противоположной стороны точно так же ухватился я за горошину. Так, вот что у нас на данном этапе получилось. То есть у нас есть две завязки и два ушка. И за это все мы будем крепить наши волосы. Так, волосы я буду делать из 260 ШДМ розового цвета. Для начала подматываюсь за одной из ушек. Далее прокидываю до верхней завязки, делаю скрутку, круглый пузырек превращаю в пинч. И завязкой обкрутимся вокруг пинча. Далее остаток ШДМ прокидываем ко второму ушку. То есть вот что у нас получилось. Лицевая часть, тыльная часть. Далее будем действовать так, как я уже показывал в других уроках. Сейчас вы можете увидеть на экранах подсказочку, ссылку на тот урок. Там я подробно рассказываю. То есть нам нужно будет отложить пинчи по нижней части от ушка до ушка через затылочную точку. Далее сверху нам нужно будет отложить тоже пинчики. Скорее всего мы будем по 6 пинчей откладывать, 7-й у нас будет на пересечении. То есть здесь точно так же сверху откладываем 6 пинчей, и далее у нас длинный пузырь будет приходить вот в эту точку, где у нас затылочная привязка. Кому нужно будет подробнее, перейдете на тот урок, посмотрите. Здесь будем делать ускоренно. Так, я подготовил основу для прически. То есть у меня идет здесь 6 пинчей через пузырь, здесь 6 пинчей через пузырь, здесь 6 пинчей. И далее к затылочной части, к затылочной точке опускается прямой пузырь. Далее буду брать ШДМ и от пинча к пинчу буду заполнять всю голову, пока прическа не станет плотной. Так, вот что у нас получилось на данном этапе. Далее нам нужно будет сделать еще две шишечки вот в этих местах. Делать мы их будем из 10-дюймовых розовых шаров. Накачаем, наверное, на 2 качка. Сейчас посмотрим. Даже на 3, наверное. Хочу еще побольше. Сделаю на 4. Завязываем. Далее делаем Apple Twist, то есть продавливаем пальчиком узелок к противоположной стороне. Здесь ухватываем его. Прокручиваем. Далее беру 160 ШДМ, пополам ее разрежу и серединой привязываю ниже узелка. У нас получилась вот такая шишечка с завязками. Далее на
третий ряд. Завязками обхватываем вокруг ШДМ и просто привязываем на 2 узла. Узелочки спрячем вниз. Так, вот такая шишечка, и делаем точно такую же с другой стороны. Сейчас мы сделаем здесь еще резиночки из 160 желтой ШДМ. Берем, обхватываем по кругу. Отмеряем расстояние так, чтобы резиночка у нас была чуть уже, чем сама шишечка. Далее лишнее отрежем и связываем на 2 узла. Вот что у нас получилось на данном этапе. Далее слегка сейчас поддую внешний шар. Прям буквально чуть-чуть, чтобы здесь у меня не было сильной впадины. Далее завяжу его. Следующим этапом мы можем наклеить глаза. И уже после этого будем делать челку. Для того, чтобы нам сейчас понять, какой длины у нас будет челка, нам нужно сначала сделать глаза. Я приготовил вот такие глазки. Ниже под видео я оставлю ссылку на скачивание шаблона. Я их сам нарисовал. Вы можете взять, распечатать их на самоклеющейся бумаге, как это сделал я, и использовать в своей работе. Так, думаю, так будет хорошо. И далее приклеиваю. Теперь нам понятно, какой длины у нас должна быть челка. То есть примерно вот такой. Берем розовые ШДМ 260. Вставляю подпинчик. Я сделаю, наверное, 3 таких волосинки. Так, вот я сделал такую челку. Для того, чтобы у меня вот эти волоски не поднимались, я здесь использую клеющиеся точки двухсторонние. Далее с помощью маркера нарисуем носик. И нарисуем губы. Такое лицо у нас, такая голова получилась. Далее здесь делаем еще один небольшой такой элемент. Сделаем здесь ей сережки. Я сделаю их из 160 ШДМ. Надуваю небольшой пузырек. Сразу завязываю его пинчиком. И подматываем под ушко. Вот так это будет выглядеть. И точно так же делаем с другой стороны. Так, на этом наша голова готова. Мы ее пока уберем в сторону и приступим к изготовлению платьишка, корпуса. Итак, платьишко мы будем делать из 360-х желтых ШДМ. Не додул я их, сейчас скажу, на 18 сантиметров. Далее для начала делаем пинчи на конце. Мы будем использовать стандартное плетение корзинкой. Начну я с широкой части и буду постепенно сужать кверху. Пузыри в нижней части у меня будет длина примерно 13-15 сантиметров. То есть смотрите уже там на свой вкус. Делаю скрутку, беру следующий ШДМ
Также с пинчем подматываю. Итак, нам нужно будет 6 шаров замкнуть в круг. Такое основание у нас получилось. И далее будем рядами заплетать. В каждом следующем ряду пузыри у нас будут меньше размером. За счет этого у нас получится конусообразная форма. Нам нужно будет заплести 5 рядов. Хочу обратить ваше внимание, когда мы дошли до той степени, что у нас уже невозможно подсунуть между пузырями для того, чтобы перейти, закончить наш ряд. Как можно здесь поступить? Делаем мини-пузырь, превращаем его в пинч. И пинчик уже подсовываем под крайний стык. После чего пинчик прячем внутри. Далее нам нужно заплести еще один ряд. Я сейчас сразу сделаю на каждом шаре круглый пузырь пинч и далее уже замкну заключительный ряд. Так, 5-й уровень у меня закончен. Далее убираем все лишние концы. Так, расправили. Вот что у нас получилось. Такое платьице. Сейчас я хочу еще здесь добавить бусы по низу, для того, чтобы оно было более ажурным и интересным. Возьму для этого, наверное, белый 260 HDM. Подматываемся под пинчик любой. И делаем бусики. Крутим в одну сторону. Так, у нас получилось такое симпатичное платьишко. Далее мы сейчас сделаем само туловище, за что у нас будут крепиться ноги и голова. Для этого нам понадобится 360 HDM персикового цвета. Делаем на конце 3 пинча. Это то место будет, где у нас будет крепиться голова. Так, вот что у нас получилось. Далее вставляем. Здесь не на уровне, а чуть глубже. Нам нужно сделать скрутку. Примерно на уровне 2-го ряда. Далее я сейчас аккуратно вытащу, чтобы вам было видно. Делаем петлю. Далее вторую такую же петлю. И из оставшегося пузыря сделаем 2 пинчика.
Вот что у нас получилось. Здесь у нас будут крепиться ножки, здесь будет крепиться голова. Так, корпус у нас готов. Пока убираю в сторону и приступим к изготовлению рук и ног. Сейчас я покажу, как сделать вот такую ножку. Для этого нам понадобится 12-дюймовый шар персикового цвета, понадобится нам 5-дюймовый шар какого-то светлого цвета, можно персикового тоже. И понадобится нам отрезок 360 HDM. Итак, для начала я раздую шар, чтобы он растянулся. Далее берем 5-дюймовый шарик, с помощью палочки для удобства я его буду погружать вовнутрь. Так, вставляем и буду надувать его на 2 качка. Так, лишнее отрезаю, хвостик нам не нужен. Далее HDM 360 поделю пополам. Одна часть у нас пойдет на руку, вторая часть на ногу. Далее слегка раздую, чтобы вставить HDM. Так, смотрите, у меня сейчас HDM немного выступает. Я сейчас буду раздувать внешний шар для того, чтобы появилось у меня место, где будет надуваться 360. Так, и далее раздуваем 360 внутри. Так, чувствую, уперся. Пока не завязываю, сейчас я спущу круглый шар, чтобы мне убедиться, что длина именно та, которая мне необходима. Так, думаю, достаточно. Завязываем внутренний 360 шар. Так, далее нам нужно придать вот такую форму, то есть пятерочку нам нужно будет в самый низ протолкнуть, лишний воздух выпустить. Можно воспользоваться трубочкой от шара. Можно воспользоваться, если нет такой трубочки, просто от авторучки трубочкой. Так, вот что у нас получилось. Далее просто перемещаем все на нужное место. Так, и на одной ножке мы можем сделать завязку для того, чтобы прикрепить ее к стойке. То есть просто точно так же делаете из обрезка HDM горошину, то бишь 2 узелка или 3. Далее прям с внешней стороны, поскольку шар у нас достаточно мягкий получается, то есть можем вот так вот оттянуть, ухватить, прокрутить и отрезком HDM завязать. То есть видите, она у меня прям снаружи вставлена. Так, ножки у нас готовы. Далее будем делать руку. Для руки нам понадобится тот отрезок 360 персиковый, который у нас остался. Для начала раздую его. Далее возьмем 5-дюймовый шарик, на палочку вставим его вовнутрь. Так, вставили. Затем сначала немного раздуем 360.
И затем слегка раздуем 5-дюймовый шар. Завязываю пятерочку. Далее лишний воздух мы можем отсюда прогнать и придать ей немного формы. Вот такая ручка у нас получилась. Делаем 2 таких руки и далее приступим к сборке нашей куклы. Итак, для того, чтобы наша кукла стояла, я буду использовать вот такую стоечку. Как я ее сделал? Это отрезок ламинированного ДСП. Ну, в данном случае это остаток от фасада кухонного. Просверлил отверстие. Взял отрезок жилы от кабеля АВВГ 4х25 алюминиевый, он легко гнется, то есть можно придать любую форму. Так как у меня отверстие было немного больше диаметром, чем толщина кабеля, я намотал скотч, чтобы он плотно у меня входил в основание. Далее, для того, чтобы проволока у нас не выделялась на фоне куклы, мы затонируем ее в персиковый цвет. Для этого беру 360-ю ШДМ и надеваю. Здесь у меня как бы не хватает по длине, я просто натягиваю шар до конца, беру отрезок в цвет 160-й ШДМ-ки, пару раз оборачиваю и завязываю. Так, все лишнее отрежем. Когда наша кукла стоит, для чего мы делали вот эту завязку? Этой завязкой мы сможем подвязаться снизу к нашей стойке. И здесь она у нас будет заходить под платьишко и держаться за корпус. Так, стоечка готова. Сейчас приступим к сборке. Берем наш корпус. Далее, между вот этими пузырями буду вставлять ножки. Если мы хотим, чтобы они у нас надежно зафиксировались с обратной стороны, мы можем либо подвязать отрезком ШДМ, с той стороны соединить между собой 2 ноги, либо можем надуть небольшие пузырьки и связать их с ногой с обратной стороны. Я сделаю пузырьки. Так, вот у меня есть отрезок 360. Цвет там не имеет значения, поскольку это будет внутри. Так, вот пузырек, просто чтобы он у нас не проскальзывал через петлю. Так, берем нашу ногу, продеваю хвостик и плотно связываю. На 2 узла, все, нога теперь у меня никуда не денется. Петлю разворачиваю. Все, нога надежно держится. Далее точно так же крепим вторую. Так, вот как это выглядит снизу. Ножки у нас надежно закреплены. Далее берем руки, находим, у нас здесь получается 6 пинчей, находим 2 противоположных пинча сбоку и подвязываем за них. Далее берем нашу голову и горловиной подвязываем вот к этим пинчам. Такая кукла у нас получается, и нам осталось ее закрепить на нашей стойке. То есть смотрите, под юбочку вставляем и фиксируем ее в необходимых местах. При необходимости проволоку мы можем подогнуть так, чтобы нужный угол был.
чтобы она надежно держала фигуру. Итак, мы поставили нашу куклу на стоечку. Можно считать, что наша работа закончена. Конечно, можете проявить фантазию и добавить еще какие-то элементы декора. Кто сделает куклу по уроку, присылайте мне. Будет интересно посмотреть на ваши результаты. Спасибо за внимание. На этом мой урок закончен. Обязательно подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые уроки. Каждую среду я постараюсь выпускать такой вот полноценный урок. И среди недели, возможно, будут выходить какие-то короткие уроки, которые тоже кому-то могут быть полезны, особенно начинающим аэродизайнерам. Спасибо за внимание. С вами был Анатолий Пиксаев. До новых встреч. Всего вам хорошего.